Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Ларингит у взрослых, симптомы и лечение. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Ларингит – воспаление, затрагивающее слизистые гортани. Заболевание развивается у взрослых как следствие простуды или инфекции. Ларингит у взрослых – виды. Перед тем, как лечить ларингит, необходимо определить его разновидности. В домашних условиях это можно сделать достаточно быстро. Заболевание бывает острым, выступает симптоматикой ОРВИ, инфекции или сильного напряжения связок. Сопровождается поражением глотки, носа, бронхов, легких не всегда. Хронический. Проявляется как самостоятельный недуг. Может перетекать из острого состояния. Встречается у курящих и тех, кто недавно перенес инфекционное заболевание. Помимо упомянутых выше разновидностей, существуют иные формы болезни. К ним относятся атрофический, аллергический, дифтерийный и прочее. Ларингит у взрослых – причины. Ларингит у взрослых появляется из-за воздействия факторов-провокаторов. От них напрямую зависят симптомы и лечение. Установить причины в домашних условиях можно, если внимательно присмотреться к своему состоянию. Возбудителями заболевания выступают бактерии. В эту категорию причисляются стрептококки, дифтерийная палочка, коклюш, микобактерии, стафилококки и прочее. Вирусы. Речь идет о вирусе гриппа, кори, парагриппа и другие. Причины возникновения болезни следующие. Прием холодной воды, еды, дыхание через рот на открытом воздухе, переохлаждение в целом, осложнение синусита и инфекции ротовой полости, общение с больным ОРВИ, гриппом, ветрянкой, коклюшем, курение, прием крепких алкогольных напитков, нахождение в задымленном помещении, работа на предприятии с выбросами токсичных веществ, вдыхание сажи и пыли. Перенапряжение связок, сильный крик, ораторское искусство, пение, разговор на повышенных тонах и прочее. Механические повреждения, такие как застрявшая в горле рыбная косточка, употребление сухарей, плохое пережевывание еды, недавно операция на гортани. Проникновение в гортань содержимого желудка, вызванного слабостью сфинктера пищевода. Это основополагающие факторы, способные провоцировать ларингит у взрослых. Помните, что симптомы и лечение должен обозначить доктор. Только так получится быстро добиться положительной динамики. Ларингит у взрослых – симптомы. Воспалительный процесс не останется незамеченным. Вы столкнетесь с этими признаками: повышение температуры, усталость, сонливость, осиплость в голосе, сухой кашель, першение, боль при приеме пищи и питье, повышение уровня лейкоцитов в крови. Заболевание, протекающее 7-10 дней, считается острым. Если в это время его не вылечить, доктор поставит диагноз – хроническая форма. Болезнь может затянуться до 2-3 недель, если своевременно не принять меры. Народные средства для лечения ларингита у взрослых. Первое. Настой аира. Залейте стаканом кипятка 2 чайные ложки аира. Оставьте при комнатной температуре на 5 часов. Отфильтруйте и используйте для полоскания горла. Прибегайте к процедуре каждые 3-4 часа. Второе. Молоко с морковкой. Мелко порубите 3 морковки среднего размера. Закиньте в 1 литр молока. Проварите до готовности. Принимайте по 100 мл через равный промежуток времени до 4 раз в сутки. Третье. Теплые напитки. При первых признаках заболевания потребляйте больше теплых напитков. Отдавайте предпочтение чаю, морсам, компотам. Не пейте кофе. Из-за кофеина организм подвергается обезвоживанию. Четвертое. Луковая шелуха. Отправьте в сотейник 3 чайные ложки измельченной луковой шелухи. Залейте пол-литрами воды. Доведите состав до кипения на ленивом огне. Оставьте на 4 часа для настаивания. Отфильтруйте. Полощите горло несколько раз в день. Пятое. Растительное масло с яйцом. Вымешайте до однородной консистенции сырой белок и 100 мл растительного масла. Принимайте средства мелкими глотками. Употребите в течение дня. Шестое. Имбирный чай. Натрите на мелкой терке имбирный корень. Добавьте 2 чайные ложки кашицы в стакан кипятка. Примешайте небольшое количество меда и дольку лимона. Употребляйте напиток дважды в день. Седьмое.
Витаминный чай. Залейте 30 грамм ягод липы, черной бузины или рябины 300 мл прогретой воды. Спустя полчаса наслаждайтесь витаминным напитком. Такие чаи разрешается пить не чаще 2 раза в день. Для улучшения вкуса можно добавить мед. Как не допустить развития ларингита? Ларингит у взрослых легче предупредить, чем определить симптомы и лечение. Придерживайтесь простых рекомендаций. Первое. Некоторые медикаменты способствуют высыханию слизистой, поэтому перед приемом любых лекарственных средств изучайте инструкцию. Второе. Даже при легкой простуде начинайте незамедлительное лечение. В противном случае развиваются хронические недуги. Третье. Если вы столкнулись с ОРВИ или ОРЗ, соблюдайте постельный режим. Не напрягайтесь, пейте больше теплых напитков, разговаривайте шепотом. Четвертое. Боритесь с пагубными привычками. Откажитесь от табакокурения и частого употребления алкогольных напитков. Пятое. Проводите регулярную уборку в помещении. Вовремя избавляйтесь от пыли. Зачастую она становится причиной раздраженной слизистой. Ларингит у взрослых нельзя отнести к тяжелым заболеваниям. Сопоставив симптомы и лечение, можно быстро справиться с недугом. Придерживайтесь правил, чтобы скорее встать на ноги. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.